Всем привет, друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом, с которым у меня связано много воспоминаний. Сливовый пирог из газеты Нью-Йорк Таймс. Это не новинка, уже многие знакомы с этим рецептом, но для меня он особенный. Я прочитала об этом рецепте в каком-то журнале, не помню уже в каком именно, но нашла я его, когда мне было 16 лет. С тех пор пеку я его каждый август. Страшно сказать, уже более 20 лет. Когда в доме появлялись сливы, я сразу знала – пора. На кухне часто было жарко, маленькая духовка, телевизор фоном и какой-то теплый, уютный беспорядок. Я пекла этот пирог снова и снова для себя, для родных, просто потому, что хотелось чего-то простого и вкусного. И сегодня мы приготовим этот пирог вместе с вами. Сливы я уже помыла и отставляю в сторону для того, чтобы они просохли. И переходим к приготовлению самого пирога. Для этого нам понадобится 165 грамм сливочного масла и 1,5 стакана сахара. Взбиваем на средних оборотах. Добавляем 3 яйца и снова все взбиваем. К муке добавляем разрыхлитель. У меня 1,5 стакана муки и 1,5 чайные ложки разрыхлителя. Добавляем щепотку соли и просеиваем к тесту. Этот пирог всегда получается. В нем нет вообще ничего сложного, но есть что-то очень настоящее. Возможно, вы тоже вспомните что-то свое, когда он будет румяниться в духовке, а по дому поплывет этот знакомый приятный аромат. Количество муки вы регулируете самостоятельно. Старайтесь слишком много не добавлять, иначе тесто получится слишком тугое. И пирог, соответственно, тоже будет не мягкий, а довольно упругий. Для приготовления этого пирога я использую вот такую форму, диаметр 27 сантиметров, поэтому количество ингредиентов я рассчитала именно под эту форму. В оригинальном рецепте необходимо добавлять в 1,5 раза меньше ингредиентов. Поэтому я рассказываю рецептуру именно для такой большой формы. Как видите, тесто нужно накладывать лопаткой и разравнивать его. Если не получается, то слегка можно смочить лопатку водой. Но наберитесь терпения, и у вас обязательно все получится. Распределяем тесто по всей форме. И будем переходить к самому интересному, что есть в этом пироге. Это сливы. Вот такая красота у нас получается. Со сливами ничего делать не нужно, просто очищаем от косточки и будем выкладывать в серединку пирога. Есть разные мнения на этот счет. Кто-то делает срезом вниз, выкладывает сливы в пирог, кто-то наоборот срезом вверх. Мне, если честно, нравятся оба варианта, поэтому вы можете половинку сделать срезом вверх, половину срезом вниз. Выбирайте, как вам нравится, попробуйте и сами решите, какой вариант подходит именно вам. И для карамельной корочки нам понадобится сахар, буквально 2 столовые ложки, и корица. Я беру коричневый сахар, но вы можете взять абсолютно любой белый сахар. Вместо корицы можно также добавить бобы тонко. Тоже будет очень вкусно. Посыпаем и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку буквально на 30-35 минут.
Вот, собственно, и все. Пирог готов. Пока он остывает, можно просто посидеть в тишине, налить себе чашечку чая и никуда не спешить. Такие моменты самые-самые вкусные. Если вам откликнулся этот рецепт, если вы тоже что-то вспомнили свое, напишите в комментариях, мне будет очень приятно почитать. И если не жалко, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Здесь вкусно и много интересного. Всем спасибо, берегите себя и до скорых встреч. Всем пока.